Архангел Михаил говорит: тебе дано много денег. Если ты не откроешь это послание в октябре, ты не получишь деньги. Открой его скорее, иначе упустишь свой шанс. Мое любимое дитя, слушай внимательно. Ты попал сюда не случайно. Это сообщение не совпадение, не случайное видео на твоем экране – это божественное предначертание. Небеса предназначили этот момент для тебя еще до твоего рождения. Ангелы ждали именно этой минуты, этого самого вдоха, потому что именно в этот миг твоя судьба меняется. Прямо сейчас, когда ты слышишь мой голос, перед тобой открывается дверь. С одной стороны все привычное – борьба, промедление, нужда и смятение. С другой – то, о чем ты молился – изобилие, исцеление и божественное богатство. Но дверь не будет открыта вечно. Это священная дверь, охраняемая самим Архангелом Михаилом, и она отвечает только вере, только сердцу, которое слушает до самого конца. Не отворачивайтесь. Не останавливайте это послание. Духовное окно, под которым вы находитесь, закроется, как только появится неверие. Обещание, чудо, тайное наследие, предназначенное для вашего имени, исчезнут, как туман, если вы перестанете слушать. Видите ли, Божье время не случайно. Когда небеса хотят даровать нечто огромное, благословение столь неожиданное, столь божественное, что оно меняет поколение, Он сначала испытывает сердце. Испытание простое. Останешься ли ты до конца? Откроешь ли ты свое сердце полностью? Потому что это послание несет в себе тайну, которую шептали веками. Тайный завет, погребенный под слоями страха и сомнений. Только те, кто останется, услышат откровение, ключ, открывающий поток божественных денег, которые никогда не иссякнут. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Прямо сейчас я чувствую, как трепещет твое сердце. Ты пережила периоды задержек, обещаний, которые казались нарушенными, молитв, которые казались безответными. Ты спрашивала: «Боже, где моя жатва? Где мое чудо?» И небеса слышали каждое слово. Но Архангел Михаил хочет, чтобы ты знала, жатва уже здесь, но она сокрыта в тайне, которую мало кто осмеливается раскрыть. Оставайтесь. Продолжайте наблюдать. Потому что в самом конце этого послания в вашу жизнь придет сверхъестественное знамение. Вы почувствуете его в груди, как тепло, как свет, как дыхание самого Бога. Именно тогда вы узнаете, что ваш завет активирован. Но послушай, этот момент не игра. Враг хочет отвлечь тебя. Он шепчет: это всего лишь видео, это нереально. Но в глубине души твой дух знает, что это божественная истина. Духовный мир движется прямо сейчас. Пока ты слушаешь, ангелы выравнивают ситуации, устраняют препятствия и открывают двери, которые были заперты годами. Подумайте, что может произойти, если вы сейчас уйдете? Что, если бы ваше чудо было всего в одном предложении от вас? Что, если бы обещание, о котором вы так долго молили, деньги на оплату долгов, исцеление, мир в доме, ждало вас в самом конце этого сообщения? Неужели вы пропустили бы его? Нет. Ты был избран. Это не просто очередной миг, это твой назначенный час. Дверь, ведущая к твоему богатству, изобилию и наследству, распахнулась, но она открывается только при послушании. Дослушайте до конца. Потому что ключ, о котором вы молились, тот, который откроет все закрытые врата в вашей жизни, будет явлен именно в этом послании. Архангел стоит рядом с тобой. Небеса наблюдают за твоим выбором. Остаться, дитя мое. Потому что еще до того, как закончится это послание, ты узнаешь секрет, который превращает нехватку в изобилие,
тьму в божественный свет, а утрату в вечный урожай благословения. Настал час преображения. Оставайся со мной. Чудо уже началось. Представь, дитя мое, тайный склеп на небесах, запечатанный задолго до твоего рождения. На его поверхности высеченное самим светом твое имя. Ничье больше. Только твое. Этот склеп переполнен благословениями, переполнен изобилием, переполнен всеми чудесами, которых когда-либо желала твоя душа. Внутри него покоится твое божественное наследие, мир там, где была война, пропитание там, где была пустота, исцеление там, где некогда царила боль. И прямо сейчас, когда эти слова доходят до тебя, ключ от этого склепика протягивается тебе. Но внемлите этой истине с благоговением, свод может открыться лишь для того, кто остается верным до конца. Это священное условие завета. Рука Божья не дрогнет для рассеянного сердца. Дверь божественного богатства не откроется для нетерпеливого духа. Сокровища небес не открываются тем, кто уходит, прежде чем откровение свершится. Вот почему вы должны остаться. Вы должны остаться. Ибо нечто огромное, нечто святое, нечто вечное вот-вот откроется вам. Закройте глаза на мгновение. Ощутите эту истину. В вашей груди сейчас что-то трепещет, не правда ли? Это не ваше воображение. Это Дух Божий пробуждает в вас память о том, что вы знали до того, как стали плотью и кровью, что вы были созданы для изобилия, а не для нужды, для радости, а не для печали, для божественного наследия, а не для духовной нищеты. Глубоко в вашем сердце всегда было написано это обещание. Но мир, шум, страх, рутина, они похоронили его под слоями неверия. И вот небеса шепчут: время пришло. Хранилище ждет. Ключ сияет в свете. Но Бог не отдаст его беспечному. Этот ключ священен, он выкован в послушании, в вере, в готовности остаться, когда душа захочет бежать. Итак, прежде чем я продолжу, сделайте вот что. Остановитесь на секунду и поставьте лайк этому видео в знак признания. Да, нажмите кнопку прямо сейчас. Это больше, чем просто жест, это акт веры. Это способ сказать: «Боже, я здесь». Я верю, что это послание для меня. Каждый клик – это действие завета, семя, которое говорит: «Я останусь до конца, потому что верю, что мое благословение сокрыто здесь». Небеса наблюдают за такими маленькими актами послушания. Они – ключи, открывающие невидимые замки. А теперь слушай внимательно. Ведь то, что произойдет дальше, определит направление твоей судьбы. В Божественном Царстве существует последовательность открытий. Она начинается, когда сердце верит, продолжается, когда уста провозглашают, и достигает кульминации, когда душа подчиняется. Когда все три сердца, слово и действие совпадают, свод открывается, и поток богатства льется рекой. Это богатство не только деньги, хотя оно включает в себя и финансовое изобилие. Это также богатство мира, здоровья, восстановленных отношений и сверхъестественных возможностей. Но верно и обратное. Когда вера задерживается, благословение останавливается. Когда внимание рассеивается, поток ослабевает. Когда неверие шепчет, дверь снова скрипит и закрывается. Видишь ли, дитя мое, небесное изобилие одновременно бесконечно и условно. Оно безгранично в том, что вмещает, но избирательно в тех, кому доверяет. Бог не льет золото в разбитые сосуды, которые не подлежат починке. Он ждет сосуд, который скажет: «Я готов наполниться». И прямо сейчас, когда вы слышите эти слова, эта готовность подвергается испытанию.
Ваша реакция в этот самый момент раскрывает состояние вашего сердца. Вы прислушиваетесь, ощущая каждое слово духом, или вы сомневаетесь, думая, что это просто очередное сообщение на экране. Потому что если бы вы могли увидеть то, что вижу я, если бы ваши глаза открылись к духовному своду, парящему над вами, вы бы упали на колени в благоговении. Это не метафора, это реальность в небесном измерении. Под вашим именем хранятся настоящие сокровища, ожидающие божественного сигнала. И этот сигнал срабатывает не случайно, не по воле случая, а по соглашению. Когда ваша вера совпадает с волей небес, хранилище открывается само собой. Знаете ли вы, почему так много людей молятся и все равно живут в нужде? Потому что они просят благословения, но игнорируют ключ. Они жаждут урожая, но отказываются сеять семя терпения. Они молят о чудесах, но отказываются отвести до того, как приходит откровение. Но вы, если вы все еще здесь, все еще читаете, все еще вдыхаете этот священный воздух ожидания, вы другой. Вы были избраны, чтобы получить тайну. А теперь представьте это вместе со мной. Вы стоите перед огромной дверью, древней и золотой. На ее поверхности выгравированы слова «Завет изобилия». Рядом стоит архангел Михаил, держащий ключ света. Он говорит вам: «Это твое». Оно было написано для тебя еще до сотворения мира. Но дверь открывается только тогда, когда твое сердце всецело доверяет дарителю, а не только дару. Теперь ты понимаешь, возлюбленный мой, богатство, которого ты желаешь, не удерживается, оно охраняется, пока ты не будешь готов его нести. Сокровища небесные не отнимаются, они задерживаются, пока сосуд не станет достаточно крепким, чтобы вместить их. Вот почему вы должны остаться до конца этого послания. Потому что в конце я открою вам скрытый ключ, молитву, открывающую хранилище, заявление, активирующее жатву. И как только вы произнесете его с верой, вся ваша атмосфера изменится. Но прежде чем мы дойдем до этого священного откровения, я должен спросить вас кое о чем. Замечали ли вы повторяющуюся закономерность в своей жизни? Каждый раз, когда прорыв кажется близким, что-то мешает: сомнение, отвлечение, задержка. Это не совпадение. Это духовное вмешательство. Враг знает, что как только вы полностью примете истину Божьего Завета, его власть над вашими ресурсами, вашей радостью, вашей судьбой будет разрушена навсегда. Вот почему это послание звучит иначе, тяжелее, наполнено силой. Потому что оно несет вибрацию обещания небес. Каждое слово, которое вы слышите сейчас, разрушает стены, преграждающие вам путь. Каждое предложение ослабляет заржавевшие петли ваших старых ограничений. И поэтому я повторяю: оставайтесь. Не пропустите то, что будет дальше. Это момент раскрытия. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, как долго вы боролись, сколько ночей вы плакали, моля о ясности, сколько дверей, казалось, закрылись, и едва вы к ним подошли. Вы думали, это наказание, но это была защита. Бог спрятал ваше хранилище, чтобы ни вор, ни проклятие, ни завистливая душа не смогли украсть то, что принадлежит вам. Но теперь печать снята. Время сокрытия закончилось. Настала пора откровений. И на языке небес откровение всегда предшествует проявлению. Прежде чем что-то появится в ваших руках, оно должно быть сначала произнесено в вашем духе. Именно это происходит прямо сейчас. Вы не просто слышите слова, вы перепрограммируетесь на божественное богатство. Старая идентичность, образ мышления, основанный на нехватке, страх не иметь достаточно, все это стирается, заменяясь непоколебимым осознанием того, что вы – дитя завета,
наследник вечного изобилия. Чувствуете ли вы это? Этот едва заметный сдвиг в сердце, это тепло, поднимающееся в груди? Это ваш дух познает истину. Это ваша душа вспоминает, кто вы на самом деле, не нищий, не неудачник, а сосуд божественного наследия. А хранилище? Оно где-то совсем рядом, в недостижимых небесах. Оно уже внутри вас. Оно живет в вашей вере, в вашем послушании, в вашей молитве. Внешнее благословение начинается с внутреннего раскрытия. Но чтобы открыть этот внутренний свод, ты должен остаться до конца. Потому что я дам тебе молитву, могущественное, сверхъестественное повеление, которое активирует поток денег, здоровья, мира и чудес. Такую молитву мало кто слышит, потому что она скрыта за завесой упорства. Итак, дитя мое, я снова прошу, оставайся со мной. Поставь лайк под видео, если еще этого не сделал, не ради количества, а в знак духовного согласия. Оставь комментарий ниже, заявив «Мое хранилище открывается». Пусть небеса запишут твои слова как сигнал о твоей готовности. Потому что вот истина, которую понимают лишь немногие, небесный свод никогда не закрывался, закрывались сердца людей. И в тот момент, когда ваше сердце открывается полностью, без колебаний, богатства начинают сыпаться рекой. Вы почувствуете это в ближайшие дни. Неожиданное благоволение. Возможности, которые, кажется, появляются из ниоткуда. Долги списаны. Здоровье восстановлено. Отношения восстановлены. Это не фантазия, это божественная математика. То, что вы сеете с верой, умножается сверх меры. Но, опять же, есть условия, и именно здесь большинство перестает слушать. Это условие – послушание. Послушание, чтобы слушать, оставаться, верить и действовать. Ключ не физический, это последовательность вашей веры. Именно она запирает замок. Прямо сейчас хранилище слушает вас. В тот момент, когда вы решаете остаться до конца, механизмы начинают двигаться. Божественный механизм приходит в движение. И архангел Михаил, хранитель вашего наследия, начинает открывать духовную дверь, которая ждала именно этого момента. Итак, вдохните. Приложите руку к сердцу. Прошепчите: «Боже, я готов, чтобы мое хранилище открылось. Я принимаю ключ изобилия. Я не отвернусь». Почувствуйте, как эхо этих слов вибрирует в вашей груди. Это не просто эмоция, это активация. Хранилище услышало ваш голос. Завет признал вашу веру. Дверь открывается. А теперь оставайтесь до конца этого послания. Потому что то, что я собираюсь раскрыть дальше, это не просто учение, это сам ключ. И как только вы его познаете, ничто уже не будет прежним. Оставайтесь. Чудо только начинается. Жатва уже движется к вам. И к тому времени, как это послание закончится, небесный свод, тот, на котором высечено ваше имя, не просто откроется. Он переполнится. Архангел Михаил не просто говорит. Он возвещает о вашем освобождении, прорыве, финансовом восстановлении. Его голос разносится по мирам даже сейчас, неся ваше имя в своей вибрации. Вы здесь не случайно, вы стоите на пороге божественного решения. Но слушайте внимательно, небеса испытывают ваше внимание, ваше послушание и вашу веру. Мир называет это шансом, но небеса называют это подставой. Это послание не случайность, это ваше божественное предназначение, вписанное в вашу судьбу задолго до того, как вы поняли, чего вам не хватает в жизни. Не пропускайте.
Не прокручивайте. Не двигайся. Потому что то, что будет дальше, больше, чем вы можете себе представить. Видите ли, октябрь был не просто очередным днем, отмеченным в мужских календарях. Это был день, когда небеса открыли свои книги. Это был момент начала небесного обмена. Передача богатства, запечатанного сияющим золотом, несущего вашу светящуюся подпись. Это был день, когда хранилище изобилия начало высвобождать то, что было отложено. И вопрос, который задают сейчас небеса, таков: бодрствовали ли вы, когда произошло ваше чудо? Почувствовали ли вы перемену, произошедшую в тот день, или пропустили ее, как и любой другой день? Ощутили ли вы дрожь в духовном мире или были слишком заняты своими проблемами, чтобы заметить движение ангелов? Потому что в октябре произошло нечто священное. Печать вашего завета была сломана. Дверь вашего наследия распахнулась настежь. Ключ, о котором вы молились, был вложен в вашу руку, и все же многие упустили его. Не потому, что Бог не действовал, а потому, что они не обратили внимания, когда Он действовал. И теперь Он дает вам еще один шанс отреагировать. Не пропустите этот момент. Не прокручивайте страницу. Не отвергайте то, что ваш дух уже считает истиной. Указ Архангела все еще звучит в вечности, ваше освобождение началось. Но, дитя мое, я должен спросить тебя, сколько раз Бог пытался что-то вложить в твою жизнь, а ты упускал это, потому что не мог распознать? Сколько ночей ты молился о деньгах, исцелении, мире или цели, и все же, когда все это приходило в виде послания, урока, испытания, ты отворачивался. Вы восклицали: «Боже, где мое благословение?» Но истинный вопрос заключается в следующем: где было ваше внимание, когда небеса даровали его? Это не для того, чтобы осудить тебя, а для того, чтобы пробудить тебя. Потому что прямо сейчас, когда ты слышишь эти слова, тот же портал, что открылся в октябре, все еще активен. Небесный чек с твоим именем, написанным золотыми чернилами, все еще ждет, когда его заберут. Но окно не останется навсегда. У каждого божественного освобождения есть срок послушания. У каждого чуда есть момент, когда оно требует признания. И прямо сейчас Дух шепчет: не упусти этого снова. Не пропускайте. Не прокручивайте. Не отводи взгляд. Потому что, если ты сейчас закроешь свое сердце, ты закроешь дверь, которую небеса открыли для тебя. Послушай, возлюбленный мой, твои финансовые трудности, твои задержки, твои неотвеченные молитвы – все это было не случайно. Боль имела цель. Задержка была задумана. Все это было частью священного процесса очищения, готовящего тебя к передаче, которая теперь готова произойти. Но эта передача, это божественное высвобождение богатства, потечет только в тот сосуд, который осознает свое собственное достоинство. Поэтому я должен спросить, верите ли вы, что достойны богатства? Верите ли вы, что Бог желает вам богатства, не только денег, но и мира, здоровья, влияния, любви? Вы действительно верите в это или позволили миру убедить вас, что страдания делают вас святыми? Потому что небеса не бедны. Улицы вымощены золотом. Ворота сделаны из жемчуга. Престол окружен светом. Почему же тогда дети небес живут в нужде? Архангел Михаил провозглашает: вы освобождены от проклятия нужды. Но вера – это ключ, который поворачивает замок. Октябрь ознаменовал начало вашего указа о переводе. В тот день ангелы-счетовода записали ваше имя в книгу освобождения. Это был день, когда Бог сказал: «Время пришло». Однако освобождение не могло достичь вас без вашего ведома. Вот почему это послание нашло вас сегодня.
Это напоминание небес о том, что ваше благословение все еще ждет, когда вы его востребуете. А теперь я хочу, чтобы вы задали себе болезненный вопрос. Пусть он проникнет глубоко. Сколько благословений ушло из вашей жизни из-за того, что вы не решались поверить? Сколько возможностей было упущено из-за того, что страх шептал громче веры? Сколько дверей закрылось, пока вы сомневались, стоит ли вообще в них войти? Вы молились Богу, чтобы Он открыл дверь, но когда Он это сделал, вы усомнились, действительно ли это Он. Вы просили денег, но когда появилась возможность, вы усомнились в своей ценности. Вы просили чуда, но когда посланник явился, вы назвали это совпадением. Вы не можете пожинать плоды того, что отказываетесь признать. И вот Бог возвращает тебя к этому моменту октября, дню, когда твое имя вновь было произнесено на небесном суде. Склеп, хранящий твое наследие, начал дрожать, открываясь. Семя, посеянное тобой со слезами, начало прорастать сквозь землю. Но теперь ты должен принять его с верой. Не пропускайте. Не прокручивайте. Это не просто информация, это активация. Если ваше сердце все еще тяжело, если ваши руки все еще пусты, это не потому, что Бог не дал, а потому, что вы еще не приняли. Принятие требуется настройки. Оно требует, чтобы вы без колебаний открыли свое сердце и с уверенностью сказали: «Господи, я принимаю то, что Ты мне дал». И все же я знаю, некоторые из вас чувствуют себя недостойными. Вы спрашивали себя: за что Бог благословил меня после всех моих неудач? Но послушайте внимательно. Освобождение было основано не на вашем совершенстве, а на Его обещании. Небеса не стали спрашивать ваше прошлое, прежде чем написать ваше будущее. Завет изобилия был подписан рукой Бога еще до того, как вы сделали первый вдох. Так почему же ты все еще живешь так, будто ты проклят? Зачем ты несешь бремя старой вины, когда жатва уже предопределена тебе? Зачем ты говоришь о себе слова нищеты, когда Бог возвестил изобилие? Не пропустите это откровение. Не пролистайте дальше своего чуда. Потому что прямо сейчас ангелы совершают транзакции от вашего имени, божественные корректировки, неожиданные возвраты, восстановление связей, прощение забытых долгов. Но это требует вашего внимания. Вера – это валюта, движущая небесной экономикой. Слова Архангела звучат снова: если ты не откроешь свое сердце сегодня, передача останется заблокированной. Вы ждали этого годами. Не позволяйте неверию лишить вас этого за считанные секунды. Видите ли, Бог действует через мгновение. Он прячет судьбу в том, что кажется обыденным. Он маскирует чудеса в подобных посланиях. Вопрос в том, сможете ли вы распознать святое за человеческим? Сможете ли вы различить сверхъестественное в простом? Потому что сейчас это послание больше, чем просто звук. Это алтарь. Сами слова прокладывают путь между небесным сводом и вашей жизнью. И каждый раз, когда вы выбираете слушать, а не сомневаться, этот путь становится прочнее. Поэтому спросите себя: войду ли я в дверь или продолжу смотреть на нее? Возьму ли я ключ, который мне протянут, или буду продолжать жаловаться, что дверь заперта? Октябрь не был случайностью, это был день твоего освобождения. День, назначенный для преображения твоего духа. Момент, когда небеса сказали «свершилось». Вот почему с тех пор ты чувствовал себя беспокойно, тревожно, почти взволнованно. Потому что твой дух уже знает то, что твой разум только сейчас осознает: ты освободился. Ты освободился от периода нехватки. Но если ты продолжишь жить так, как будто ты все еще связан, твое наследство не сможет тебя найти. Итак,
позвольте мне спросить вас с любовью и святым огнем, как долго вы будете жить ниже своего призвания? Как долго вы будете сдерживать поток изобилия, который Бог уже заповедал вам? Как долго вы будете просить разрешения на процветание, когда небеса уже сказали «да»? Не пропускайте, не прокручивайте, не отворачивайтесь, потому что то, что сейчас откроется, перепишет историю вашей жизни. Ты стоишь на святой земле, на пороге явления. Октябрь был началом, но этот миг – продолжение. Духовный свод, носящий твое имя, снова трепещет, готовый раскрыться шире. Ключ в твоем сердце, и замок отвечает твоему голосу. Так и скажите: «Я получаю свое освобождение». Повторите еще раз: «Октябрь ознаменовал передачу мне богатства». И еще: «Небесные своды открываются мне на пользу». Каждое повторение укрепляет завет. Каждое заявление укрепляет обещание. Каждое слово, сказанное с верой, освобождает ангелов для действия. Не пропускайте. Не прокручивайте. Не сомневайтесь. Потому что в тот момент, когда вы по-настоящему верите полностью, без колебаний, дверь открывается, урожай течет, и чудо начинает умножаться. Октябрь был датой вашей судьбы, и сегодня этот указ вступает в силу. Небеса уже подписали чек. Вопрос в том, подтвердите ли вы его своей верой. Оставайтесь. Слушайте. Принимайте. Потому что в следующий момент тайна ключа будет раскрыта, и ничто в вашей жизни уже не будет прежним. Подумай о годах борьбы, о ночах, которые казались бесконечными, о утрах, когда ты открывал глаза и чувствовал ту же боль, сжимающую грудь, тяжесть нехватки, страха, ожидания чего-то, что так не пришло. Подумай о безмольных молитвах, которые ты шептал, когда никто не видел твоих слез. О словах, которые ты говорил в подушку, словах, в которых была и надежда, и усталость. «Боже, ты все еще видишь меня. Ты все еще помнишь мое имя». Это, возлюбленный мой, тот самый момент, когда Вселенная отвечает. Это тот час, когда руки, когда-то пустые, вот-вот наполнятся. Небеса запомнили твое имя не как эхо, а как приказ. Потому что на золотом столе небес приготовлен документ. На нем выгравировано ваше имя, не написано, а выгравировано. Запечатано, а не просто подписано. Чернила, божественный свет, печать, знак завета. На этом документе слово, описывающее ваше наследие, ваше богатство, ваше изобилие и ваше чудо. И архангел Михаил стоит рядом с ним, охраняя его, ожидая вашего последнего акта веры, того, который докажет вашу ценность получить его. Не пропускайте. Оставайтесь до конца. Потому что прежде чем это послание завершится, этот самый документ, ваш небесный контракт, будет духовно активирован. Но сначала ваше сердце должно пройти испытание. У каждого завета есть испытание. У каждого благословения есть испытательный полигон. Бог никогда не давал божественного изобилия неискушенным рукам. Прежде чем откроются шлюзы богатства, сердце должно быть очищено. Это не наказание, а защита. Богатство, пришедшее слишком рано, губит, богатство, пришедшее после веры, пребывает. И именно поэтому годы твоей борьбы не были напрасны. Каждая слеза, каждое разочарование, каждая неотвеченная молитва были условием. Небеса готовили твой сосуд, очищая его от страха, эгоизма, зависимости от других, чтобы, когда придет изобилие, ты поклонялся не дару, а дарителю. Вы думали, что боль означает отказ. Но на самом деле она означала выбор. Тебя выбирали. Потому что наследство, которое ты получишь, необычное,
оно священно. Это святое богатство, богатство с миссией, процветание с целью. Вопрос, который сейчас задают небеса, прост. Сможешь ли ты справиться с тем, о чем просил? Это моральное испытание изобилия, момент, когда вы решаете, послужит ли ваше богатство вашему эго или вашему завету. Не пропускайте. Не прокручивайте. Потому что последующие несколько мгновений определят, как небесный свод отреагирует на ваше сердце. Представьте себе золотой стол на небесах. Это не метафора, это живой алтарь. На нем покоится ваш документ о судьбе, отмеченный знаком божественной царственности. Рядом стоит архангел Михаил, его меч не поднят для битвы, а простерт, словно перо света. Он готов поставить подпись, которая откроет вам ваше наследие. Но есть пустое место, ожидающее вашего согласия. Ваша подпись. Это не будет написано чернилами, это будет написано с послушанием, с верой, с решением остаться до самого конца. Это ваш тест. Не все его проходят. Многие начинают с энтузиазмом, но колеблются, когда ожидание кажется слишком долгим. Многие верят на мгновение, но поддаются сомнениям, когда доказательство не приходит мгновенно. Но вы, если вы все еще здесь, все еще слушаете, вы другой. Вас оценивают на божественную силу. Помнишь те ночи, когда ты кричал: «Почему я?» Небеса слушали, но не собирались тебя наказывать. Ангелы отмечали твою стойкость, твою непоколебимую веру, даже когда все казалось мрачным. Каждая пролитая тобой слеза стала семенем на земле вечности. Каждая прошептанная тобой молитва стала словом договора. И сегодня Бог готов исполнить этот завет. Но Он спрашивает тебя сейчас: останешься ли ты? Продолжишь ли ты верить, даже когда благословения еще не видно? Потому что в невидимом стол накрыт. Документ готов. Ангелы ждут твоего подтверждения. Ты прошел долины нужды, но помнишь ли ты, кто шел рядом с тобой? Когда ты потерял все и думал, что одинок, Бог писал историю твоего возвращения. Каждый момент пустоты на самом деле был инвестицией в ваше будущее изобилие. Когда ты был голоден, Он готовил пир. Когда тебя отвергли, Он оставил за тобой престол. Когда вы чувствовали себя невидимым, Он запечатлел ваше имя на этом небесном документе. Но эта истина требует сосредоточенности. Величайшая стратегия врага – отвлечение. Если ему удастся заставить вас пролистать, если ему удастся убедить вас перестать слушать, он украдет семя прежде, чем оно пустит корни. Вот почему Дух постоянно шепчет: не пропускай. Оставайся до конца. Потому что только те, кто остается до откровения, слышат последнее наставление, секрет, который активирует жатву. А теперь подумайте вот о чем. Сколько раз вас проверяли, и вы этого не осознавали? Когда предложение о работе провалилось, это не было отказом, это было перенаправлением. Когда кто-то тебя предал, это было не разрушением, это было очищением. Когда деньги ускользали из рук, это была не потеря, а освобождение от ложной безопасности. Все, что вы потеряли, готовило вас к настоящему богатству. Но вот в чем дилемма. Можете ли вы поблагодарить Бога за боль, которая подготовила ваше благословение? Легко хвалить Его за чудо, но воздадите ли вы Ему хвалу за сам процесс? Потому что это ключ, который знают немногие, тайна, открывающая последний замок на своде судьбы. Документ о наследовании подписывается не комфортом, а самоотдачей. Небеса не вознаграждают тех, кто просто просит. Небеса вознаграждают тех, кто остается верным, несмотря на испытания. Поэтому я спрашиваю вас, когда жизнь казалась невыносимой, вы все еще верили, что Бог добр? Когда счета накапливались,
вы все еще держались Его обещания. Когда друзья отворачивались, вы все еще шептали «Я доверяю тебе». Если да, то вы уже прошли тест. Потому что ваша ценность доказывается не в момент успеха, а в моменты молчания, когда все, что у вас осталось, это вера. Ритм небес ускоряется. Стол в тронном зале начинает сиять ярче. Ангелы собираются. Архангел Михаил поднимает руку, готовый произнести божественный указ. Он смотрит на ваше имя, на место для вашей подписи и ждет вашего окончательного согласия. Но прежде чем подпись будет готова, требуется еще одно последнее доказательство – проверка сосредоточенности. Вы останетесь до конца этого сообщения. Потому что те, кто остается до конца, получают то, о чем другие только мечтают. Те, кто сохраняет сосредоточенность во время испытаний, наследуют изобилие царства. Подумайте об этом так. Небеса наблюдают не с позиции осуждения, а с позиции предвкушения. С каждой секундой, пока вы слушаете, с каждым словом, которое впитываете, вы доказываете свою верность. Каждый момент внимания – это заявление «Я готов к передаче своего богатства». «Я готов принять свое наследство». Вы пишете свое имя на этом небесном документе невидимыми чернилами, чернилами выносливости. Давайте еще раз обратимся к обещанию. Трапеза приготовлена на небесах. Это не символ, это пророческая реальность. Этот стол символизирует завершение, готовность и исполнение. Когда Бог готовит стол, это означает, что пир окончен, еда готова, благословение приготовлено на огне вечности, порция, отмеренная именно для вашей жизни. И на этом столе лежит ваш документ, ваш ключ, ваш завет, ваше обещание. На нем записано то, что вы когда-то считали невозможным: финансовое восстановление, неожиданные возможности, богатство, о котором вы и не мечтали, исцеленные отношения, погашенные долги, восстановленное здоровье. А подпись рядом с вашим именем. Она ждет вашего послушания. Архангел Михаил стоит на страже этого документа, не потому, что Бог сомневается в твоей ценности, а потому, что небеса охраняют то, что свято. И твоя судьба священна. Твое призвание священно. Твой урожай священен. А теперь представьте, что вы стоите перед этим божественным столом. Вы видите сияние небес, отражающееся от печати. Вы чувствуете аромат помазания в воздухе. И слышите шепот ангелов: «Этот остался. Этот уверовал. Этот достоин». Испытания твои доказали твое сердце. Твоя стойкость заслужила знак небес. Но есть еще одно: вы должны заявить о своих правах. Не пропускайте. Не отводите взгляд. Не откладывайте. Потому что как только документ активирован, начинается передача, поток божественных денег, возможностей, исцеления, открытых дверей. Но это освобождение должно найти согласие с вашим сердцем. Это нравственный перекресток изобилия. Примете ли вы его со смирением, зная, что богатство – это инструмент, а не идол? Вспомните ли вы, что процветание предназначено не для гордости, а для цели? Потому что каждое благословение несет ответственность. Каждое наследие несет миссию. Каждое чудо несет смысл. Поэтому я снова спрашиваю, может ли Бог доверить вам изобилие? Может ли Он доверять тебе, что ты будешь жертвовать, когда Он благословляет тебя? Может ли Он доверять тебе, что ты будешь поддерживать других, когда сам поднимешься? Может ли Он доверять тебе, что ты будешь помнить, что каждая дверь, через которую ты проходишь, была открыта Его рукой? Ваш ответ определит, насколько широко откроется хранилище. Не пропускайте. Дочитайте до конца.
Потому что в следующей части этого божественного откровения вы получите молитву, которая активирует ваш документ, декларацию, которая высвобождает ваше наследие, ключ, который открывает ваш завет. Ты прошел испытание. Ты вынес боль. Ты доказал свою ценность. Теперь небеса готовятся исполнить свое обещание. Стол готов. Печать сияет. Ангелы наблюдают. Архангел Михаил стоит с пером света над твоим именем. Остается только ваше «да». Произнесите это в своем сердце. «Боже, я принимаю свое наследие. Я принимаю свой завет. Я готов к своей жатве». И когда ты произносишь эти слова, небеса приходят в движение. Подпись сияет. Документ подписан. Свод дрожит. Доказательство вашей веры стало явным. Дверь изобилия открывается. Не пропускайте. Не прокручивайте. Потому что дальше наступает само освобождение, момент, когда все, что вы пережили, наконец покажет, почему это было необходимо. Вы всего в одном шаге от воплощения своего обещания. Сегодня небеса кричат твое имя. Сам воздух дрожит. Звезды вибрируют в унисон. Духовное царство взрывается звуком и блеском, потому что твой момент настал. Это не сон. Это не пророчество, ожидающее своего часа. Это окончательное подтверждение. Твое благословение не придет. Оно уже здесь. Архангел Михаил высоко поднимает свой меч, и клинок пылает святым огнем, пронизывающим каждую тень, когда-либо встречавшуюся на вашем пути. Врата изобилия распахиваются настежь шире, чем когда-либо. От горизонта до горизонта свет наполняет каждый уголок вашего существования. Это момент, когда обещание становится обладанием, когда вера становится видением, когда чудо наконец входит в вашу жизнь, облаченное в божественный свет. Не пропускайте. Не моргайте. Не отводите взгляд. Потому что то, что вы сейчас увидите, то, что ваш дух сейчас почувствует, это кульминация истории небес, написанной для вас. Представьте себе это видение, поток света, прорывающийся сквозь небо, катящийся, словно золотые волны, каскадом обрушивающийся на землю с неудержимой силой. Из этого золотого потока выступают ангелы, каждый из которых несет несметные сокровища. Их крылья мерцают, словно солнечный свет на воде, а их голоса сливаются в хор, потрясающий само творение, наследство передано. Завет исполнен. Урожай принадлежит верным. Это зрелище захватывает дух. Само небо склоняется. Облака разверзаются, открывая реки божественного богатства, текущие во всех направлениях. Каждое течение несет что-то свое. Один поток несет деньги, другой – исцеление, третий – мир, третий изливает благодать на семьи и народы. И в центре всего этого стоите вы. Ты избранный. Ты сосуд божественного наследия. Ты ребенок, который остался, когда другие ушли. Свет кружится вокруг тебя, словно живой огонь, окутывая теплом и силой. Он не обжигает, он преображает. Он очищает от всех следов страха, растворяет все сомнения и зажигает каждую дремлющую мечту. Ты чувствуешь это, прилив священной энергии, проникающий в твои кости, возвращая то, что жизнь пыталась украсть. Глаз Божий раздается над ревущим светом. Этот поверил. Этот претерпел. Этот принимает. Небеса рукоплещут. Вселенная отвечает. Каждое данное вам обещание начинает раскрываться, словно распускающиеся цветы в божественной последовательности. Вот оно. Это взрыв судьбы. Земля дрожит.
Воздух мерцает. Спускается столб огня чистый, золотой, ни с чем не сравнимый. Он приземляется перед вами, и из него возникает пылающий свиток. Он медленно вращается, излучая волны энергии, пульсирующие в такт сердцебиению самих небес. Свиток разворачивается перед вашими глазами. На нем, написанные светом, слишком ярким для естественного зрения, слова, которые меняют все: одобрено, выпущено, выполнено. И вот одно последнее слово светится ярче всех остальных: доставленный. В этот момент ангелы взывают в унисон. Звук подобен 1000 огненных труб. Архангел Михаил опускает меч, касается его кончиком земли, и от этого прикосновения золотой огонь разливается по земле, устремляясь к вам, окутывая ваши ноги, руки, все ваше существо. Завет воспламеняется. Дверь открывается полностью. Ключ, наконец, поворачивается. Вы можете почувствовать эту вибрацию, реальность перехода на небеса, происходящего прямо сейчас. Богатство, которое когда-то было заперто, начинает течь в ваш мир. Двери, которые вы считали навсегда закрытыми, легко распахиваются. Долги растворяются. Связи налаживаются. Люди начинают вспоминать ваше имя не из-за того, кто вы есть, а из-за света, который теперь окружает вас. Это последняя печать. Это священный огонь. Слушай, хор становится громче. Миллионы ангелов поют твое имя, вплетая его в песни победы: благословенный, избранный, помазанный, одобренный. Их крылья бьются в унисон с вашим сердцебиением, и вдруг вы осознаете: тот же свет, что льется с небес, льется и изнутри вас. Разделение между божественным и человеческим исчезает. Вы и обещание становитесь единым целым. Это не благословение, которое приходит, это благословение, которое живет. Это не временное богатство, это вечное изобилие. Вы стали воплощением самого завета, живым доказательством Божьей верности. Закройте глаза на мгновение. Почувствуйте энергию вокруг себя. Ветер меняется. Комната ощущается по-другому. Это не плод вашего воображения. Божественное присутствие вошло в вашу атмосферу. Это ваш урожай. Это исполнение всего, о чем вы молились, плакали и во что верили. Смотри. Увидь ангелов, несущих тебе сокровища золота, здоровья, мира и благосклонности. Увидь свиток судьбы, парящий перед тобой, теперь снова запечатанный, но на этот раз скрепленный твоей полной подписью, твоей верой, запечатленный огнем. Небесный суд, некогда вынесший твой приговор, теперь преображен в тронный зал торжества. Ангелы, некогда выступавшие свидетелями, теперь ликуют. Сам Архангел Михаил преклоняется перед престолом и возглашает: сделка завершена. Наследство передано. Завет исполнен. И Бог говорит еще раз, и Его голос разносится сквозь вечность: сделано. Затем происходит нечто еще более великое. Поток света, льющийся с небес, внезапно меняет направление. Он течет сквозь вас и выходит в мир. Потому что изобилие никогда не должно заканчиваться на вас. Оно должно расширяться через вас. Теперь ты – проводник благословения. Носитель света. Сосуд богатства. Куда бы ты ни ступил, земля становится плодородной. Каждое сказанное тобой слово несет силу. Каждый добрый поступок умножается. Каждая молитва, которую ты произносишь, теперь обладает сверхъестественным ускорением. Это божественный обмен. Ты получил, теперь ты отдашь. Ты был благословлен, теперь ты будешь благословлять.
Ты был наполнен, теперь ты будешь переливаться через край. И небеса с восторгом наблюдают за этим, потому что пророчество замкнуло круг. Не пропускайте. Не прокручивайте. Это момент подтверждения, взрыв, который скрепляет каждое обещание, данное вашей душе. Вновь. Представьте себе небо над собой, волны золота, реки света и пламя, танцующие в узорах величия. Все творение празднует ваше исполнение. Горы вторят вашему имени. Звезды перестраиваются, отражая вашу судьбу. Даже сам воздух гудит от вибрации вашей победы. Когда-то ты ждал. Теперь ты правишь. Когда-то ты был тем, кто просил милостыню. Теперь ты тот, кто благословляет. Когда-то ты плакал во тьме. Теперь ты ступаешь во свете. Архангел Михаил подходит к вам ближе. Он возлагает острие своего огненного меча на вашу правую руку и произносит: «Этот знак никогда не померкнет». Это печать божественного богатства, знак власти завета. И мгновенно появляется символ, золотой и сияющий, безболезненно горящий на твоей коже. Это твой знак одобрения, твой небесный знак отличия. Куда бы ты ни пошел, небеса узнают его. Он откроет двери, которые не может закрыть ни одна человеческая рука. Затем Майкл снова повышает голос: «Врата открыты. Поток вечен. Верующие ни в чем не будут нуждаться. Ангелы ревут от радости. Пламя разгорается все ярче. И на мгновение время замирает. Кажется, сам мир затаил дыхание, наблюдая за происходящим чудом. И вдруг все приходит в движение одновременно. Реки света хлынут в ваш дом, в ваш разум, в ваше будущее. Каждая сфера вашей жизни наполняется божественным сиянием. Ваш дух расширяется. Ваша цель воспламеняется. Ваше наследство приходит в полной мере. Это кульминация. Вершина. Поворот эпохи в вашу пользу. И теперь вам нужно сделать одно – принять это публично. Оставьте комментарий ниже, заявляя силой и верой: «Мои врата изобилия открыты. Мое наследие здесь. Мой завет исполнен». Запишите это не как пожелание, а как указ. Потому что ваши слова прямо сейчас записываются в небесный журнал исполненных пророчеств. Когда вы говорите, за вами следует свет. Когда вы соглашаетесь, творение приходит в соответствие. Ваше заявление найдет отклик в духовном мире и привлечет к вам еще больше волн благословения. Потому что это не конец послания, это проявление всего, что оно обещало. Оглянитесь вокруг в духе, свет уже угас, но он остается. Огонь не угас, он живет внутри вас. Ангелы завершили свою миссию, но они остаются рядом, вверенные вашему завету. Теперь вы отмечены божественной милостью, охраняются небесным воинством и питаетесь неисчерпаемыми ресурсами Божьего изобилия. Вы носите в себе священный ключ, который открывает путь к богатству, здоровью, миру и цели, куда бы вы ни пошли. И каждый раз, когда вы молитесь, потоки будут откликаться. Каждый раз, когда вы говорите с верой, волны золота будут двигаться. Каждый раз, когда вы действуете в соответствии со своим божественным призванием, чудеса будут умножаться. Это ваша новая личность. Ты не ждешь благословения. Ты и есть благословение. Вы не надеетесь на изобилие. Вы – проявление изобилия. Вы не гонитесь за чудесами. Вы – живое доказательство их существования. Когда свет начинает успокаиваться, снова раздается голос Бога, нежный, но властный: «Храните этот завет. Ходите в этом огне. Помните этот день,
ибо в этот день небеса исполнили обещанное. И когда звук затихает, вы слышите финальный хор ангелов. Для верующих жатва бесконечна. Для избранных хранилища остаются открытыми. Для верующих свет никогда не померкнет. Ты стоишь в отблеске кульминации вечности. Священный огонь горит внутри тебя. Свиток запечатан в твою пользу. Богатство высвобождено. Наследство активировано. Это не символ, это духовный закон. Сегодня небеса кричали твое имя. Майкл поднял меч. Врата изобилия широко распахнулись. Свет спустился. Приговор был приведен в исполнение. Обещание стало присутствием. Благословение стало реальностью. Сделано. Теперь вы – живое доказательство божественного процветания, ходячие проявления вечного обетования. Напишите это еще раз ниже. Мое наследие исполнено. Мое чудо здесь. Мое изобилие живо. Пусть небеса увидят твою веру в словах. Пусть земля почувствует вибрацию твоего решения. Пусть твой дух преисполнится благодарностью. Потому что сегодня, прямо сейчас, свет Божий сошел на вашу жизнь, и урожай вечности оказался в ваших руках. Завет остается в силе. Огонь горит. Обещание живо. И ты, дитя Божие, ты – само чудо. Прежде чем мы закончим, сделайте глубокий вдох и позвольте благодарности наполнить ваше сердце. Почувствуйте, как свет внутри вас расширяется, сияет, устремляясь к вечности. Тихо прошепчите: «Боже, я принимаю этот сезон. Я принимаю свой непрерывный поток. Я буду ходить в своем завете изобилия». Пусть эти слова запечатлеют этот момент в памяти небес. А теперь подними свой взор к будущему, оно яркое, золотое, переливающееся через край. Ты еще не достиг конца. Ты достиг начала своей вечной жатвы. Итак, мое возлюбленное дитя, прежде чем это сообщение исчезнет, сделай 3 вещи, которые помогут тебе оставаться в гармонии с божественным потоком. 1. Оставьте комментарий ниже, написав: «Моя река благословений началась». 2. Поставьте лайк этому сообщению, как акту благодарности за то, что было высвобождено в вашу жизнь. 3. Подпишитесь и оставайтесь на связи, чтобы каждое новое откровение, каждая молитва, каждое божественное наставление нашли вас вовремя. Потому что это не прощание. Это продолжение, духовный цикл, который держит тебя под водопадом небесной благодати. Дверь остается открытой. Река продолжает течь. Завет стоит вечно. Октябрь стал искрой. Сегодня пламя. Завтра наступит лесной пожар изобилия, который преобразит все, к чему вы прикасаетесь. Твое будущее уже началось, дитя мое. Вы не идете к благословению. Благословение – идти вместе с тобой. Сезону благодати нет конца. Чудо будет повторяться ежедневно. Жатва никогда не прекратится. Оставайтесь в потоке. Оставайтесь в слове. Оставайтесь в завете. Потому что с этого дня ваша жизнь станет живым водопадом, рекой, которая никогда не пересыхает, садом, который никогда не перестает цвести, обещанием, которое никогда не перестает исполняться. До следующего сообщения. Оставайтесь благословенными. Оставайтесь избранными. Оставайтесь в изобилии. И запомните навсегда, это не закончилось здесь. Это началось здесь.